Всем приветик! В этом видео поговорим о профориентации, о том, чем вам хочется заниматься и как понять, что же вам нравится и чем бы вы хотели заниматься. У меня уже было видео на моем канале на эту тему около года назад. Там мы отвечали на вопросы, пытались понять какие-то глубинные ваши интересы. И это видео мне хочется сделать такой год спустя, рассказать вам, как я нашла одно из своих призваний, как я нашла то дело, которым мне нравится заниматься, и хочу немножко подсказать, как вы можете найти это дело. Очень есть интересный момент, связанный с размышлениями о том, что же вам нравится заниматься, чем же вам нравится заниматься. Когда я очень долго думала на эту тему, размышляла, пыталась найти, что же, где же вот это мое, где мое призвание, почему я никак не могу его найти, и то, и это. В общем, я всю голову сломала, перечитала кучу книжек в интернете, мне кажется, я все вообще перечитала, я обдумывала, я прям ложилась спать с этой мыслью, постоянно разговаривала об этом, говорила с разными людьми, спрашивала, как они нашли свое дело, нашли ли они. В общем, меня это так сильно занимало, что я в какой-то момент даже немножечко отчаялась и разочаровалась вообще в себе, в собственных силах, в собственной жизни, подумала, ну вот, я не могу найти свое призвание. Наверное, ну, бывают же люди, которые могут найти, а бывают, которые нет. Вот они и живут так вот без призвания. И живут, делают там что-то, чем-то занимаются, но, ну, не знают они, чего они хотят. Но, может быть, каким-то людям может показаться, ну, как же так? Каждый человек знает, чего ему нравится, что ему нравится делать. Просто не у всех есть возможность сделать то, что им нравится. И вы знаете, если вы знаете, что... если вы знаете... В общем, если вы знаете, что вам нравится делать, то вы, по большому счету, очень счастливый человек, потому что у вас остался всего лишь один шажочек до того момента, чтобы начать это делать, то есть просто взять и начать делать то, что вам нравится. Но поверьте мне, есть очень много людей, которые не знают, что им нравится делать. Это жуткий для меня ментальный парадокс, и я вам о нем сейчас рассказываю. Я уверена, что вы это видео тоже смотрите, потому что вы тоже, может быть, не знаете, что вы любите делать, что вам нравится делать, в чем ваше призвание. Это очень странно, как вот вы подумаете, как же так, как человек не знает, что ему нравится делать? Ну, такого быть не может, потому что каждый знает, что ему нравится. Мы же знаем, нравится нам яичница или нам нравится омлет, или мы знаем, что нам нравится вишневый сок или яблочный сок. То есть, в принципе, каждый человек примерно знает, что ему нравится. Но почему же он не знает, что ему нравится делать? Зачем он мучается и пытается найти свое призвание? Как это он этого не знает? На самом деле в этом есть определенная доля правды, и по большому счету каждый человек знает, что ему нравится делать, просто он не может это из себя, из где-то глубины своего этого знания достать, преобразовать это в слова и даже сам в это поверить, что это на самом деле есть его призвание. Расскажу вот этот свой пример. На самом деле, когда я вот начала мучиться этим вопросом, знаете, где-то лет, наверное, ну, после 23, наверное, когда я уже заканчивала университет, я думала, ну вот, я заканчиваю университет, у меня есть специальность, я по образованию почвовед, моя первая специальность, и когда я закончила факультет почвоведения МГУ, я начала думать, ну, да, мне это нравится, это интересно, мне вроде нравится заниматься наукой, мне вроде много чего нравится, так вот, если взять, мне нравится читать книги, мне нравится о чем-то рассказывать, мне нравится то, мне нравится это, и вот у меня есть какой-то пул вещей, которые доставляют мне удовольствие, я бы сказала, что мне это нравится делать, но ни в одном каком-то деле я не видела, знаете, своего вот этого пути, что ли, я не видела призвания, у меня не загорались прям настолько глаза, что я могла бы это делать постоянно, без передышки, и получать от этого какое-то внутреннее удовлетворение, знаешь, что я делаю свое дело. Я подумала, ну, наверное, еще я не разобралась, мне нужно пойти поработать, я пойду поработаю, я разберусь, где же мое призвание. Я устроилась на работу, ну, близко к своей специальности, начала работать, пошла в аспирантуру, и, в общем-то, я как-то думала, искала себя там, мне все это было интересно, потому что новое, пробовала, потом по работе у меня пошел карьерный рост, я попробовала в другой специальности поработать, и, в общем-то, вот это вот все изменения, я все время понимала, что где-то я вот не там, то есть я что-то делаю, и мне это вроде нравится, и я довольна всем, что происходит в моей жизни, но я не чувствую, что я где-то на своем месте. Вот такое постоянно было внутреннее гложущее ощущение. Я решила, что, возможно, мне стоит получить другую специальность. Может быть, я подумала, где-то вот мне не хватает каких-то знаний, я вот что-то новое узнаю, получу новую специальность. Я пошла на второе высшее образование, абсолютно по другой специальности. Первое мое образование, естественно, научное, я пошла на гуманитарное.
закончила гуманитарное образование, там у меня куча новых идей появилась и каких-то возможностей. И тоже я попробовала поработать в одном месте, в другом месте. В общем-то, меня все устраивало в целом, но меня не устраивало то, что я не нахожу своего призвания. Это очень внутреннее такое какое-то противоречие, когда ты каждый день изо дня в день что-то делаешь, но понимаешь, что ты делаешь что-то не то. И все вокруг вроде тобой довольны, и ты сам собой доволен, но что-то не то. Вот такое ощущение, что-то не то. Я продолжала этот поиск, я искала. В общем, я так вот долго-долго крутилась это в голове, что я просто отчаялась. В какой-то момент я просто отчаялась и подумала: все, я не могу найти свое призвание, у меня его нет, может быть, или, может быть, просто это все миф, эта идея о призвании, это какой-то миф, его не существует, и все, перестаю об этом думать. И вы знаете, когда я перестала так вот на этом фокусироваться, на этой мысли, я начала скучать. Ну, вы знаете, когда вот вы постоянно чем-то заняты мыслительно, то есть вот вечером перед сном постоянно ищете какую-то, вы решаете какую-то проблему, а тут я подумала: ну все, я не могу найти свое призвание, да, у меня нет больше этой проблемы, я начинаю просто жить. И я, естественно, начала скучать, потому что это, наверное, естественное состояние человека, когда у него нету глобальной задачи, ну да, у него есть там работа, что-то такое есть, но человек начинает скучать. И вот я начала скучать, и вот в этой скуке я начала пробовать разные дела, чтобы себя развлечь. Я подумала: ну да, мне как-то перед вот сном, там осталось час до сна, чем бы мне заняться, чем бы себя развлечь. Я сначала читала книги, потом смотрела какие-то передачи, видео, потом я то, сё. И, в общем-то, ну вы сами понимаете, этот момент скуки, он направляет человеческую деятельность в какое-то русло. То есть мы начинаем делать то, что нам нравится. И в какой-то момент, когда мне было уже прям скучно и неохота ни читать, ни то, ничего делать, прошло там несколько месяцев времени, я подумала: ой, мне хочется записать видео. Я пошла, записала видео, одно, второе, третье, потом начала их монтировать и так далее. И, понимаете, родилось то дело, которым я сейчас занимаюсь. Я занимаюсь ведением, у меня много видеоканалов, видеопроектов, это один из них. Я делаю видео для вас про образование, про карьерный рост, про то, как найти себя, про профориентацию и так далее. У меня в этом очень большой опыт, потому что, ну, вы знаете, я уже училась, закончила разное образование в разной сфере, у меня очень большой опыт работы, тоже в разных сферах, большой опыт прохождения собеседований, разных конкурсов и так далее. Я училась за границей, то есть мне очень много есть чем поделиться, и у меня очень много разных навыков развитых, которыми я тоже могу с вами поделиться и рассказать вам, как их развивать. Но когда я поняла, что, собственно, мне доставляет удовольствие именно делать видео, именно делать проекты, связанные с видео, связанные с интернет-постингом, да, с сайтами, я нашла свое дело. Но, понимаете, я бы никогда не подумала, то есть если бы я думала головой и пыталась придумать это дело, я бы его никогда не придумала, потому что у меня в голове даже такого дела, я не знала, что вообще бывает YouTube, например, раньше или что-то, то есть у меня не было этой идеи. И я ее нашла очень случайным образом в тот момент, когда мне было скучно. Я специально, ну как, не то, что специально, так получилось, что у меня появилась скука, и я эту скуку хотела закрыть какими-то делами. Я начала заниматься одним, другим, третьим, и так, наверное, люди находят свое дело, когда они просто думают: ну, а чем бы мне заняться? У меня есть час времени, 2 часа времени, там, выходной, что бы мне поделать? Не просто там пойду уберу в квартире, вот это все. Вам нужно создать состояние скуки, вам нужно как бы отстраниться от всех дел, и вам нужно дать себе поскучать. Вот вывод из моего видео, из этой истории, и я считаю, что это очень важно, дать себе поскучать, дать себе побыть в состоянии, когда вам скучно, только так вы найдете новое дело. Вот люди могут сказать сейчас: ну, конечно, скучать, это привилегия, знаете, людей, у которых все хорошо в жизни, вот они сидят там себе скучают. Нет, скучать на самом деле, поскучать может абсолютно любой человек, если возьмет и скажет себе: все, у меня день скуки, я не убираюсь, я не готовлю поесть, я ничего не делаю, я просто скучаю. И вот дайте себе поскучать, уберите телевизор, потому что телевизор, он вас отвлекает, он как бы время ваше забивает. Фильмы, вот это все, оно все забивает ваше время, и вам некогда поскучать. А время, когда вы скучаете, это самое плодотворное время, в которое вы можете найти себя именно путем проб и ошибок. И второй совет: не пытайтесь догадаться в уме, какое же у вас
предназначение, какой у вас путь, какое дело вам нравится. Вы умом до этого никогда не дойдете, вы до этого дойдете случайным путем проб и ошибок. Вам нужно попробовать это сделать и понять, скучно вам это, либо вам это интересно, увлекает вас это дело или нет. Умозрительно вы не догадаетесь, потому что вам может казаться, ой, как здорово быть певицей, например, ой, хочу быть певицей, хочу быть певицей. А вы попробуете записать одну песню в течение там 3 часов и поймете, что уже через час у вас болит горло, через 2 часа вам уже скучно, через 3 часа вы ненавидите эту профессию и вот это дело, и вообще больше никогда не хотите ничего петь. Поэтому вы можете найти это дело, вот в чем особенность призвания или вот этого дела. Особенность его заключается в том, что вы это можете делать огромное количество времени, абсолютно от этого не уставать, и вам будет продолжаться хотеть это делать и завтра, и послезавтра. То есть это некое такое увлечение, которое не дает вам покоя, которое вы попробовали, и вам хочется еще, вы попробовали, а вам хочется еще, и вам это интересно, и вам хочется вот это делать. Поэтому это базовая характеристика, поэтому если вдруг вы что-то поделали, и вам вроде и ничего, но вроде как-то и неохота уже завтра этим заниматься, это, скорее всего, не ваше. И поэтому пробуйте разные вещи, обязательно давайте себе поскучать, обязательно давайте себе время побыть в тишине, я не знаю, по ничего не поделать, так, как бы, да, ничего не поделать, и освобождайте себя от всяких дел, пока не найдете хобби. Как бы это эгоистично ни звучало, просто откажитесь от любых дел на какой-то период времени и скучайте до тех пор, пока не найдете свой путь. Вот такой у меня для вас совет. Я надеюсь, что этот совет как-то немножечко поможет вам разобраться в ваших желаниях, поможет вам найти то дело, которое будет вас увлекать, то дело, которое не даст вам соскучиться, не даст вам заскучать, и то дело, которое будет вашим предназначением. Возможно, это дело станет вашей работой, как, например, у меня сейчас мое дело, это моя любимая работа, у меня нет другой работы, кроме моего дела, и я очень этому рада. Я надеюсь, что у вас точно так же получится найти себя, найти свое дело, то, которое станет, возможно, вашей работой, и не стоит бояться, если вдруг то, что вам понравится, абсолютно не соотносится с вашей теперешней жизнью, с вашей работой, с вашим образованием и вообще с вашим укладом. Не бойтесь, если это вот совсем из другой оперы. Постепенно все это, как-то, знаете, жизнь длинная, все может еще и поменяться, и если вы найдете какое-то увлечение и начнете в эту сторону двигаться, постепенно это может перерасти в вашу работу. Ну что ж, друзья, я вам желаю всего самого лучшего, надеюсь, что вы дадите себе поскучать, но не соскучитесь на слишком долгое количество времени, а используйте скучательное время с пользой. Вот, что ж, я была очень рада быть здесь для вас, и надеюсь, что эта информация оказалась вам полезна.